Друзья, всем привет! Сегодня попробуем обновить вот эту беседку. Поставили и покрасили ее около 15 лет назад, поэтому давно пора. Также сегодня расскажу, зачем мы наклеили батарейку на банку с краской. Так что присаживайтесь поудобней, а мы начинаем. Для начала необходимо выполнить шлифовку поверхности, а для этого снимаем все наличники и, если это возможно, другие доборные элементы. Как видите, поверхность под наличниками сохранилась лучше, чем открытая поверхность. Поэтому поверхность необходимо зашлифовать. Использовали в основном вот такую вибрационную шлифмашинку. В некоторых труднодоступных местах шкурили вручную. Шлифовка открывает поры на поверхности древесины и способствует максимальной глубине проникновения составов. Покрытие, нанесенное на нешлифованную древесину, имеет недостаточную адгезию и через определенное время могут отслоиться. Шлифовка увеличивает срок эксплуатации покрытия лакокрасочных материалов почти в 2 раза. Это я вычитал в интернете, но на самом деле это очевидная вещь, плюс по шероховатой нешлифованной поверхности трудно наносится краска и увеличивается ее расход. На шлифованной поверхности, наоборот, кисть легко скользит и уменьшается расход. Обрабатываем все поверхности, в том числе и наличники. Далее приступаем к покраске. Цвет у нас вот такой, серенький, называется полярная дымка. Используем вот такую краску для деревянных фасадов и интерьеров Orbitex Profi Wood Extra. Краска матовая на основе акриловой дисперсии. Высокоукрывистая и эластичная, не пахнет и имеет отличную адгезию к деревянным поверхностям. Содержит натуральный воск. Можно выбрать из 6 готовых цветов, как сделали мы, либо можно взять базовую белую и заколеровать по своему вкусу. Купить такую краску можно в строительных магазинах, на маркетплейсах или, как я, в интернет-магазине М-краски. Ссылку оставлю в описании, может кому пригодится. Мы заказали пару маленьких банок и одну большую. С маленькими работать удобно, прямо из банки, а вот из большой надо куда-то перелить. Мы решили перелить в маленькую банку, но просто перелить достаточно непросто, без подтеков. Поэтому я всегда использую вот такой способ. Наклеиваю малярную ленту на края банки, как на видео, и спокойно наливаю сколько нужно. И затем удаляю ленту и выкидываю. Банка чистая, на пол ничего не проливается. Особенно актуально, если работаете внутри помещений. Часто бывает так, что случайно краска попадает на те поверхности, на которые не должна попасть. Как бы вы аккуратно не красили, а все равно рука дрогнула и кисточка заехала куда не надо. Чтобы такого не получалось, я использую вот такой или подобный шпатель. Просто прислоняю его к месту, которое надо ограничить от покраски, и смело крашу. Такой способ значительно ускоряет и улучшает качество покраски. Бывает такое, что нужно срочно отойти, а кисточку положить некуда. Либо сам процесс покраски требует часто откладывать кисточку в сторону, например, для того, чтобы переворачивать деталь. В начале видео я заинтриговал вас, сказав, что мы клеим батарейку на банку. На самом деле я пошутил, это не батарейка, а неодимовый магнит, который с помощью ленты клеится на банку, и теперь кисть при необходимости можно зафиксировать изнутри на этот магнит, и соответственно кисть не испачкается и краска с кисти никуда лишний раз не капнет. Вот так потихоньку и происходила покраска беседки, никуда не спешили, так как делалось это все в свободное время. Красить необходимо в 2 слоя, это сильно увеличит долговечность, и этим моментом пренебрегать точно не стоит. Если вы решили недолго поработать валиком и жалко пачкать поверхность лотка, то можно просто использовать обычный мусорный пакет, в который кладем лоток и наливаем краску прямо на пакет. После использования просто снимаем пакет и выкидываем, лоток чистый. Также, если есть необходимость ненадолго прервать работу, заверните кисть или валик в пакет. Он не успеет высохнуть за несколько часов. А если перерыв надолго, то просто помойте кисти под водой, если используете акриловые краски. Чтобы лишняя краска с кисти не стекала по краю банку, я часто использую вот такую канцелярскую резинку, которую я натягиваю на банку, как на видео, и уже об нее снимаю лишнюю краску с кисти, и она никуда, кроме как обратно в банку, не стекает. После работы с акриловой или краской на водной основе руки достаточно помыть водой с мылом, а вот после работы с масляными красками можно отмыть руки обычным подсолнечным маслом. Таким образом, этап за этапом было неспешно обновлено покрытие фасада беседки. Как по мне, вид стал намного лучше. А как вам? Друзья, на этом сегодня все. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки и в комментах напишите свое мнение. Те, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и подписывайтесь на канал в Telegram. Там тоже много интересного и события идут с опережением. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!